Вашим клиентам сложно представить рисунки на своих ногтях? Вы не знаете, как красиво презентовать свою работу? Вам никак не удается нарисовать красивый цветок? Тогда этот подробный мастер-класс специально для вас. И с вами я, Миронова Виктория. У вас возникали такие ситуации, когда приходит клиент, хочет дизайн, перебирает ваши типсы с образцами, а потом говорит: ну это же все на длинные ногти, а у меня нет такой длины. У меня было миллион таких ситуаций, и это нормально, ведь не все могут визуализировать картинку и перенести ее на свои ногти. Так что я задумалась, что с этим можно сделать. Решила, что мне нужны маленькие типсы, более-менее подходящие под размеры натуральных ногтей. Порылась на AliExpress, заказала вот такую упаковку с типсами в пакете 600 типс разных размеров. Выбрав типсы нужных мне размеров, подумала, а почему же мне не сделать подробный МК для вас? Надеюсь, вам будет интересно, а самое главное полезно. Подготовив типсы к работе, я их немного подпилила, чтобы визуально все было красиво и ровно. Затем закрепляю типсы к подставке с помощью канцелярской жвачки. Покупаю ее в канцелярском отделе Эпицентра. А теперь перехожу к дизайну. Специально взяла 5 типс, чтобы визуально показать, как можно сочетать цвета и рисунки на руках клиента. Дальше не удивляйтесь, я за типсы буду говорить как за пальцы клиента, чтобы вам было понятнее, а мне проще объяснить. Так вот, беру зеленый оттенок Атика 158 и перекрываю им большой палец и мизинец. Указательный, средний и безымянный перекрываю светлее оттенком от Атика 157. А теперь перехожу к рисунку. Он будет располагаться на двух пальчиках, среднем и безымянном. На среднем рисую большой цветок почти на весь ноготь. Беру яркий оттенок Атика 146 и домешиваю в него белый. Рисую нижние лепестки цветка. Затем беру черный оттенок от Нуб номер 61 и перемешиваю его с Атика номер 146. Этим цветом затемняю серединку и чистой кистью, вымытой в топе, делаю растушевку.
Прорисовываю второй слой лепестков. Использую тот же оттенок, что использовала для первого слоя. Атика 146 плюс Нуб 48. Затемняю серединку смесью Нуб 61 плюс Атика 146. К прежнему замесу добавляю черный. Я использую Нуб 134 и делаю серединку более затемненной. Чтобы сделать блики, смешиваю Нуб 48 плюс Атика 146 плюс топ без липкости. Расставляю блики на кончиках лепестков и плавно все размываю.
Для четкости рисунка делаю тонкую прорисовку, использую нуб 61. Прорисовываю серединку черной гель-краской. Для создания объема прорисовываю серединку желтым. И на завершение прорисовываю лепестки светло-розовым, почти белым. Теперь приступаю к голубому цветку, который будет на безымянном пальце. Итак, для этого цветочка использую нуб 80, к нему домешиваю белый, этим замесом прорисовываю основной большой лепесток. К прежнему замесу добавляю больше белого и прорисовываю последующие лепестки. Последний лепесток рисую самым светлым голубым. Для теней использую нуб 80, хорошо его размываю.
Светло-голубым на большом лепестке рисую блик. Теперь перехожу к листьям. Смешала светло-салатовый нуб 06 и белый. Прорисовываю листья и стебель сразу на двух пальцах. Далее беру темно-зеленый оттенок от Атика 135 и прорисовываю тени на листьях. Для более глубокого эффекта смешиваю темно-зеленый и черную гель-краску, затемняю самые темные участки. Добавляю еще теней на голубом цветке. Светло-голубым прорисовываю мелкие детали. И на завершение светло-салатовым прорисовываю листья. Теперь перекрываю все топом.
Вот такой дизайн у меня получился. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, нужны ли вам видео в таком формате, где я подробно описываю, как нарисовать дизайны. Буду очень благодарна. А если вы не видели, как я делала еще много крутых дизайнов, тогда переходите по ссылке.